Вообще, конечно, хорошим делом ты занимаешься. В плане снимаешь то, что видос. Блин, причем у нас есть оборудование, нам реально не снять все то, что как бы мы все время рисуем. Вот. Так-то видео можно нормально, ну, как бы, если ты сделаешь прилично. Там видеомонтаж какой-нибудь замучить, да? Ну да, потому что мы, в принципе, уже никому ничего не хотим доказать, мы ни против чего не протестуем, мы уже развились до такой степени, что мы оставляем граффити только для себя, и нам на самом деле не интересны никакие ни журналы, ни видео, ну ты просто как исключение на самом деле, потому что так вот сегодня вещи сложился. Многие относятся к этому как к такому юношескому увлечению, ну что вот сейчас мы молодые, порисуем, а потом семья, жена, машина, как говорится, и все. Кому-то это кажется вообще дикостью какой-то. Парень 25, в 30 лет рисует на стенах. В основном просто идет порча города отвратными тегами. Это искусство низкого формата, низкого жанра, и в этом ничего нет плохого. Это как бы просто рамки, в которых существует граффити. Вот, и нас очень долго не приглашали на граффити-фестивали, потому что считали, что мы делаем не круто. Нужно знать всех. Если ты всех знаешь, то все. Если ты со всеми выпил на брудершафт, то все, ты в теме. Здесь люди не пьют. Здесь вам не Мухинская. Мы здесь делом заняты, между прочим. Мы не пьем. Наливай. Вообще, допинги все очень тесно связаны с граффити культурой. Не только алкоголь. Но это, наверное, надо вырезать. Точнее, граффити — это лучшая альтернатива всему другому, там, наркотикам и другой всякой хуйне. Я рисую, потому что растут елки. Собственно, поэтому многие люди недоумевают, когда видят на улице рисующего человека, да, они не понимают, ну, обычные обыватели, я говорю, они не понимают, во-первых, что происходит, во-вторых, зачем это нужно, и, к сожалению, реакция первая почему-то негативная, да? Некоторые мне говорят, что-то у тебя недобрые картинки, мне от них как-то херово становится. Сравнивая Москву, допустим, с зарубежными городами, будто Берлин или Рим, ну там полный дестрой. То есть ты там понимаешь, почему люди ненавидят граффити. У нас очень чистый город в этом плане. Это даже не мое мнение, это и мнение там, тех же самых каких-нибудь европейцев, которые приезжали и спрашивали меня, говорят, Москва аж огромный город, там куча художников, почему же он такой чистый, в чем причина? Ну и что им тут ответить? Что у нас мало рисуют, либо у нас правительство такое заботливое. Если мы посмотрим на Москву, она чистая на самом деле. Вот люди, которые говорят, да у нас тут срач, да нету ничего такого, нету вообще грязи, все чистое. То есть там-сям, конечно, надписи есть, но от этого никуда не уйти, как бы. Ты стремишься к тому, чтобы надписи были повсюду, чтобы люди видели твое имя, чтобы парни, которые рисуют, там, девчонки, которые рисуют, видели, что есть, ты есть, они есть, как бы, все меняется, но... Вот по интернету ты можешь быть крутой, ты можешь быть вообще кинг. А когда люди приезжают в город, это же сразу видно на лицо, кто что и где рисует. Достаточно зайти там на Hall of Fame или просто пройтись по городу, чтобы понять, кто из себя что представляет. А он меня начал загонять как раз по уважению по этой штуке, что как бы, надо вот понимать, что там мы уже давно рисуем, а тут мелкие приходят. Я говорю, ну а кто им запрещает это делать? Что это за дела, там никто это не платит, не покупает. Когда, допустим, людей ловят, все говорят, там, зачем вы это делаете, там, платите деньги, вы за это получаете деньги, там, вам платит кто-то за это, чтобы вы рисовали, там, портили. Вот хочется сказать, что нифига не так. Никто нам не платит, никто не платит деньги, что мы рисовали на поездах, там, рисовали в городе, или рисовали там на заборе, там, на магазине. Никто никому ничего не платит. В этом российская проблема. Зарубежные художники, мы общались с большим количеством, они не испытывают этой проблемы. То есть они делают свои работы, и у них как бы все это покупается. Они вообще не думают о деньгах. У нас же все думают, как бы, действительно променять какой-то завтрак на лишний баллончик или банку с краской.
чтобы что-то создать новое. Молодые граффити-райтеры, которые вдруг думают, что я буду зарабатывать любимым делом, они зарабатывать не будут. Еще могу сказать, что граффити культура тогда полноценна, когда она является неким самопожертвованием. Что если человек ничем не жертвует, находится в позиции потребления, то он проигрывает изначально. И это все в комплексе дает вот тот незабываемый драйв. Просто есть что вспомнить в жизни, если брать граффити как времяпрепровождение. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Мединина. Платформа вправо.